Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тема сегодняшнего видео – как помириться после ссоры, используя колесо баланса. Тема очень интересная, захватывает самую главную сферу для нас – это сфера семьи и отношения. Так что устраивайтесь поудобнее. Не забывайте ставить нам лайки. Лайки – это ваше огромное пожалуйста за то, что мы делаем наше видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Нажимайте, пожалуйста, кнопку «Поделиться». Пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Итак, тема видео – как помириться после ссоры. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к личному и профессиональному долголетию. Для сферы семьи и отношения личное долголетие является очень важным фактором. После того, как мы стали реализованным в сфере карьеры и бизнеса, личные отношения для нас являются приоритетом. И давайте перейдем к такому частому явлению, как ссоры. И как колесо жизненного баланса помогает нам избегать ссор. Ссоры для состояния 0,4 – это очень частое явление. Состояние 0,4 для нас очень важно. Это почти главная миссия – выразить свои эмоции, подтвердить свою значимость через то, что наше мнение услышано, наше желание быть услышанным является для вашего любимого человека очень важным и значительным. То есть для вашей любимой женщины, для вашего любимого мужчины ваш эмоциональный крик и желание ссоры говорит о том, что ценность отношений должна быть еще раз подтверждена, поэтому если вы ссоритесь в состоянии 0,4 и получаете отклик, что ваши отношения представляют большую ценность, это все в пределах нормы. Но если мы переходим в состояние 0,4, мы переходим к конструктивным спорам. Споры или ссоры для нас являются элементом и пониманием, что мы для своего близкого человека можем выразить свое эмоциональное состояние. Очень часто мы бываем очень вежливым для внешнего окружения, то есть мы в сфере друзья и окружения и в сфере карьеры и бизнеса подвергаемся нормам социального поведения, то есть мы вежливые, общительные, харизматичные, а дома в кругу своих друзей, знакомых, детей мы можем позволить себе быть немножко естественным человеком, который переживает за все, что происходит в нашей жизни, и состояние 4-8, очень важно разобраться с той ситуацией или с тем проектом, который вызвал такое сильное эмоциональное напряжение, еще раз подтвердить в семье от своего близкого человека, что я могу выразить свои эмоции, но я бесконечно люблю. Ценность отношений для меня очень важна. И когда вы это проговариваете, ссора переходит в конструктивный момент. Но что делать, когда вы поссорились, то есть у вас элемент разногласия возник, как колесо жизненного баланса здесь может вам помочь. Ссора для состояния 8-10 является очень редким явлением. Люди в состоянии 8-10 очень ценят те отношения, которые сложились. То есть люди в состоянии 8-10, у них очень высокая благодарность к тому окружению, которое его окружает, или то окружение, которое смотрит на людей в состоянии 8-10 и желает меняться. Поэтому самый главный ответ для того, чтобы помириться после ссоры, это побыть в состоянии 8-10 и взглянуть на эту ситуацию сквозь призму ценности этого человека, ценности того, что между вами происходит. И мы еще раз возвращаемся к сфере духовный рост и творчество. И в сфере духовного роста и творчества мы смотрим, что для нас является примером хорошей семьи, что для нас является примером хороших семейных отношений, что вы будете делать для того, чтобы быть примером хороших семейных отношений для детей. Если вы этому уделите немного внимания, вы поймете, что вы можете быть примером хороших семейных отношений, вы поймете, что ваша ссора имеет решение, и вы таким образом, потратив один день на проработку сферы духовного роста и творчества, приходите к своему любимому человеку и выражаете свою позицию. В предыдущих видео я уже говорил, есть видео в отдельном плейлисте, называется «Колесо жизненного баланса для любимого человека». Там очень хорошо рассказан следующий инструмент. Вы диагностируете свое колесо жизненного баланса, анализируете, что есть у вас в каждой сфере, какие есть достижения, что вас напрягает, что вы хотите улучшить, какие планы вы поставили. Анализируете колесо жизненного баланса вашего любимого человека, и вот с этих двух позиций приходите к тому, что ваша ссора не мешает построению ваших отношений, укреплению ваших отношений. Это такой естественный фактор, как смена дня и ночи, и вы уже с конкретным предложением совместных действий приходите к любимому человеку.
теория выглядит так, как происходит в реальной жизни. В реальной жизни вы в первую очередь выражаете благодарность. В колесе жизненного баланса мы всегда вам предлагаем попрактиковать историю успеха, рассказать, чем вы гордитесь, чем вы восторжены, рассказать о своей победе, о своих достижениях. Это первый признак состояния 8-10, когда ваша энергетика вас переполняет, и вы готовы сделать эту информацию, это состояние публичным. Сначала вам нужно похвалить вашего любимого человека за те достижения, которые есть, еще раз подтвердить ценность отношений и предложить совместные действия. Таким образом, мы решаем два фактора. Первый фактор – мы не опускаемся в состояние 0,4 в сторону эмоциональных переживаний. Мне было плохо, я так пережил, я так себя чувствовал. Да, это хорошо для состояния 0,4, это хорошее взаимопонимание, но если вы хотите ваши отношения после ссоры вернуть на какой-то конструктивный план и предложить совместные действия, это всегда принцип, который работает. Если вы пытаетесь в состоянии 0,4 опуститься до уровня вашего партнера, любимой женщины или любимого мужчины, у вас совместные эмоциональные переживания захлестывают, но через неделю, через 2-3 вы вновь вернетесь к тому вопросу, что вы хотели делать что-то одно, ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина хочет делать совершенно другое, и эти цели находятся рядом, но чуть-чуть не хватает точек для сближения. Поэтому мы вам рекомендуем всегда подходить после ссоры с планом совместных действий, что сделаете вы для того, чтобы ваши отношения укреплялись, и что вы ожидаете от партнера, что, по вашему мнению, укрепляет ваши отношения. Такой подход, когда вы знаете и просите или ожидаете этот шаг от вашего любимого человека, точно указывает человеку однозначно, что он должен сделать или что он может сделать в этом направлении. Это очень практическая рекомендация, помогает вам избежать ссор, которые редко или часто бывают в вашей жизни. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто бывают у вас ссоры, что вы делаете после ссоры и каким способом вы стараетесь мириться. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Как мириться после ссоры, используя колесо баланса. Колесо жизненного баланса LongSwim, оно говорит о профессиональном и личном долголетии, о стремлении к профессиональному и личному долголетию. Мы признаем тот факт, что мы будем жить долго, ярко, красочно, насыщенной жизнью более 100 лет. И для того, чтобы ссоры не мешали нам строить отношения, есть два момента. Чтобы помириться, нужно еще раз подтвердить цель отношений, то есть важность человека в вашей жизни, понимание того, что вы над этими отношениями готовы работать и что-то делать со своей стороны. И второе, вы озвучиваете, что бы вы ожидали, чтобы ваш любимый человек, любимая женщина, любимый партнер сделал для укрепления отношений. Иногда это может быть какая-то небольшая эмоциональная услуга, сопереживание, бурная радость, пойти вместе испытать эмоциональные переживания, то есть использовать сферу яркой жизни. Либо это какие-то совместные действия, направленные на сферу деньги, когда вы понимаете миссию отношений, то есть сохранить и приумножить то хорошее, что вам пригождается в дальнейшем, в ближайшем будущем, краткосрочном будущем. То есть вы вместе планируете краткосрочные достижения, долгосрочные достижения. Не старайтесь в семейных отношениях ссоры решать через работу с рутиной. Рутина – это очень монотонное занятие, не все могут это выдержать, хотя в некоторых случаях это очень сильно приветствуется, как небольшое усилие, хороший результат. Пожалуйста, расскажите о своей истории успеха, нам будет очень интересно. Следующий момент, который помогает нам примириться, это новые принципы взаимодействия. Вы выставляете так называемые фишки, которые помогают вам дать четкий сигнал партнеру, что вы подходите к эмоциональной стадии ссоры, и в этой эмоциональной стадии ссоры вам важно, первое, не тратить на это лишнее время, то есть вы подошли к состоянию 0,4. Это может быть какой-то знак, что-то написать на бумаге, это что-то поставить и сделать фигурку из чего-то, либо просто сказать, вот я сейчас испытываю эмоциональное переживание, давай перейдем к обсуждению, что мы можем делать. Это для тех, кто в семейных отношениях находится очень давно и понимает, что вероятность достижения конструктивного разговора очень высокая, вы не сваливаетесь в эмоциональные качели, но иногда я все-таки рекомендую побыть в состоянии 8-10 и в состоянии 8-10 дать волю своим эмоциям, потому что в состоянии 8-10 у нас негативные эмоции очень на минимальном таком уровне находятся. В состоянии 0,4 вы всем эмоциям, которые даете
волю, это возможность их не копить внутри, в этом есть тоже очень положительный шаг, просто вывалить их наружу, и потом уже можно перезагрузиться и сказать: все, я высказался, я все, что хотел, сказал, ты как мог выслушал, и это является как бы очень хорошим фактором. Еще раз возвращаемся к состоянию. В состоянии 0,4 не держите эмоции в себе, пожалуйста, вываливайте их. Вашему партнеру через сферу личностный рост нужно научиться работать с такими эмоциями, быть готовым к их максимальному пику и еще раз подтвердить ценность партнера. В состоянии 4,8 вы можете это не практиковать, а сосредоточиться на том, что в единицу времени сделать как можно полезных проектов для себя, для своей семьи, для своего окружения, родственников, друзей, знакомых, для всей сферы друзья и окружения. В состоянии 8-10 пожалуйста, давайте волю положительным эмоциям, немножко юмора, немножко сарказма позволит вам на эту ситуацию взглянуть с точки зрения его максимального решения. Привлекайте единомышленников к тому, что вы собираетесь сделать совместно. Единомышленники, если вы в состоянии 8-10, тоже помогают вам после ссоры восстановиться и вернуться в свою экосистему. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Напишите, что вам понравилось видео. Тем, кто автомобилисты, расскажите о том, как вы возвращаетесь после ссоры к своим любимым людям, женщинам, любимым, мужчинам любимым. И скажите, пожалуйста, какие подарки вы считаете помогут вам из состояния ссоры вернуться в состояние примирения и гармоничной семейной жизни. Нам ваше мнение будет очень интересно. Друзья, не забывайте ставить лайки, не забывайте нажать кнопочку «Поделиться». Обязательно подписывайтесь на наш канал. В нашем канале есть много интересной и полезной информации. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.